подробно поговорим про процесс ETL, то есть Extract, Transform, Load, выбрать, преобразовать и загрузить. То есть процесс некоторой подготовки или предподготовки данных, когда мы хотим понять, все ли у нас готово для того, чтобы начать работать уже с моделью. То есть процесс ETL обычно включает некоторый первичный анализ тех данных, что у нас есть. Например, у нас есть данные по энергопотреблению зданий, но в них, например, нет погодных данных, то есть мы их забыли загрузить или они отсутствовали в исходной выборке. У нас есть гипотеза, что наличие погодных данных так или иначе позволит уточнить модель. Соответственно, на этапе процесса ETL, сбора, скажем так, данных, мы дополнительно ищем еще погодные, гидрометеорологические данные, чтобы ими обогатить нашу модель, чтобы проверить больше гипотез уже на этапе построения модели. Понятно, что к этой стадии сбора, подготовки, очистки данных мы можем возвращаться несколько раз по ходу, скажем так, оценки точности работы модели. Однако этот процесс является базовым, он просто состоит из нескольких инструментов. Первый из них – это получить данные из нескольких источников, то есть просто настройка получения данных. Поскольку процесс может выполняться множество раз, нам нужна некоторая процедура по регулярной или по запросу по получению этих данных. Второй момент, который нам с этими данными нужно сделать, это их очистить, либо заполнить пропуски. Пропуски являются наиболее частыми проблемами при работе модели машинного обучения. Существует несколько вариантов заполнения пропусков. То есть первый, мы можем, например, провести интерполяцию значений, заполнить близкими значениями все пропуски. Предположить, что у нас примерно так же развивалась ситуация, и просто везде, где пропуски, предположить какое-то наиболее характерное для этих пропусков значение. Это, естественно, не работает для категориальных данных, но для числовых или даже ранговых оно будет работать хорошо. Также для категориальных данных, либо также для числовых, если у нас есть пропуски данных, мы можем их заполнить некоторыми значениями, которые точно у нас не встретятся, например, минус единица или минус 100, чтобы отметить, что у нас эти данные никак не должны участвовать в оценке модели, но при этом они не должны испортить нам саму модель. То есть сам пропуск данных, к сожалению, выключает тот экземпляр данных, тот кортеж данных, который у нас есть с этим пропуском из обучения. Если у нас если у нас, например, есть 100 параметров и миллион значений, так вот в первых 10 тысячах пропущен один параметр, во вторых 10 тысячах второй и так далее. И значит в каждом кортеже данных пропущен какой-либо параметр, и в итоге мы не можем полноценно модель собрать. Это утрированный пример, но в целом пропуски данных, они сильно ухудшают, исключение данных с пропусками сильно ухудшает модель, поэтому старается так или иначе на этапе сбора и очистки данных с пропусками что-то сделать, чтобы данные максимально корректно доставить до модели. Но здесь важно не переборщить, потому что в машинном обучении действует отличное правило: мусор на входе, мусор на выходе. Поэтому при преобразовании данных нужно не забывать, что мы эти данные не ломаем. То есть суть у них должна сохраниться, они должны остаться корректными, а не просто быть подправленными по нашей необходимости. И третий момент, который обычно делают на этапе ETL, это объединение данных. У нас данные могут быть из нескольких источников, и нам их нужно объединить по какому-то полю, чтобы, скажем так, получить некоторый линейный, горизонтальный образец данных. То есть, предположим, что у нас есть данные по человеку, у нас есть данные по городу, и у нас есть данные, например, по автомобилям. Для того, чтобы произвести какой-то анализ человека, автомобиль, город, нам нужно объединить все эти данные в одну строчку, то есть по каждому человеку совместить, прицепить к нему данные по автомобилю, с которым человек связан. Если он связан с несколькими автомобилями, у нас будет, естественно, дублирование конкретно человека, и прицепить данные, например, по городу, хотя бы прописки, хотя бы текущей прописки, однозначно, соответственно. И таким образом у нас сами данные, они расширятся, но
но зато модель машинного обучения, она сможет работать с каждым экземпляром данных отдельно, скажем так, даже атомарно. Это позволит как распараллелить процесс, так и использовать данные, там, разбить их на тестовые обучающие без каких-то потерь, так и использовать там, несколько разных моделей там, на независимых данных. То есть в любом случае на этапе получения данных мы их не только, собственно, получаем и очищаем, мы их еще объединяем, чтобы у нас всегда каждая строка данных содержала весь набор параметров, и она исчерпывающим образом описывала нашу конкретную ситуацию. То есть не просто там, тут посходить туда, здесь сходите туда, здесь данные пропущены, сюда не смотреть, а здесь данные мы еще не получили, они не обновились. Нет, у нас каждая строка будет содержать данных актуальную информацию, исчерпывающую актуальную информацию, в которой нет пропусков. Это заключается суть процесса ETL, суть процесса получения, очистки и объединения данных, что нам нужно свести все данные к такому формату. После этого мы уже можем перейти к непосредственно построению модели машинного обучения.